Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и наступил конец 2017 года, а это значит, что время подвести игровые итоги. Начнем мы с мобильных квестов, которые действительно порадовали. Не буду задерживать, ставьте лайк и освобождайте место на своих гаджетах и устраивайтесь поудобнее. У нас всегда есть во что поиграть. Совершая покупки через интернет, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Благодаря надежному и проверенному сервису Мегабонус вы сможете возвращать до 40% от стоимости покупки. Работает он более чем в 300 магазинах. Разумеется, присутствует удобное расширение для браузера, которое позволяет даже отслеживать посылки. Устанавливается оно в один клик. Вывести деньги можно любым удобным способом. В качестве вознаграждения Мегабонус дарит до 50% от кэшбэка приглашенных друзей. При этом у друзей кэшбэк не уменьшается. Нужную ссылку я оставил в описании. Немного не согласен с разработчиками по поводу того, что Пан-Пан это такая веселая приключенческая игра. За красивой оберткой скрывается достаточно сложный, хотя и не сильно продолжительный квест. По сюжету необходимо отремонтировать упавший корабль и отправиться домой. Но планета, на которую попала главная героиня, содержит большое количество загадок. Нет никаких диалогов или подсказок. Все действия осуществляем, полагаясь сугубо на логику. В основу геймплея входит исследовательский процесс, сопровождаемый качественной анимацией и умиротворяющей фоновой музыкой. Если выйдет продолжение, с удовольствием потрачу деньги. Far Away это качественный пошаговый пазл с множеством затягивающих задачек. Сюжетка проведет геймеров по рутинам античных замках в поисках ответа на вопрос, что же случилось с семьей. Всего в игрушке насчитывается 18 локаций с возрастающей сложностью. Все выполнено в честном 3D, хотя передвижения ограничены тапами по дисплею. Первые локации бесплатны, а за открытие всех оставшихся уровней придется заплатить $3. Но это копейки для столь увлекательного, хоть и недостаточно технологичного в плане движка и способов взаимодействия с окружением проекта. Разработчики The Office Quest создали умопомрачительный квест, в котором одной крохотной частичкой офисного планктона надоело гнить на рабочем месте. Наш супергерой в забавном костюме просто обязан смотаться с рабочего места в поисках приключений. На пути вас ждет множество опасностей вроде надоедливых коллег или злого босса. Обманите их и попытайтесь ускользнуть, проявляя логику и нестандартное мышление. Графика, музыка и задачки на высоте. Правда, только первый уровень доступен бесплатно. Да за остальные и заплатить денежку не жалко, но все равно этого недостаточно. Игрушка проходится очень быстро, а продолжение выйдет только сейчас, хотя сам проект вышел, если не ошибаюсь, весной. И опять же, за продолжение придется платить. Это, пожалуй, первый квест на мобильной платформе в жанре интерактивное кино. Психологический триллер фактически представляет собой отснятый фильм, в котором все предоставляемые пользователю действия были обыграны настоящими актерами. По сюжету Джон родился в бункере после ядерной катастрофы, и по истечению долгих лет он остается один. Еды хватит на 27 лет, но сработала тревога, так что придется шевелиться, изучая заброшенные коридоры, документы и углубляясь в детские воспоминания, которые далеко не солнечные и в прямом, и в переносном смыслах. В проекте все сделано профессионально. Также доступен русский перевод. Стоит ли тратить деньги? Думаю, нет. Сюжет довольно линеен и достаточно посмотреть в сети полное прохождение, чтобы полностью ознакомиться с историей. А сама игра не даст такого количества сюжетных развязок и тупиков, которые хотелось бы увидеть. Проект годный, но мобильная платформа не настолько удачное место для реализации проектов такого масштаба. Но приятно то, что индустрия не стоит на месте. Приключенческий квест After the End понравился, если не всем, то многим, ведь в нем есть все задатки качественного проекта. Сюжет, который погрузит вас в неразгаданную историю отца и сына, путешествующих по параллельным путям, разделенным самим временем. Графика с полноценным 3D, качественная прорисовка, детализированной анимацией и приятными спецэффектами. Геймплей с большим количеством головоломок, загадок и необходимостью тщательно исследовать каждый закуток локации. Окружающий древний мир, скрывающий в себе множество интригующих вещей, так что не поленитесь дотронуться до скрытой кнопки или дернуть за выпирающий рычаг. Вторую часть Monument Valley ждали действительно многие. 3 года понадобилось разработчикам, чтобы собраться с силами и продемонстрировать сиквел. Геймдевы не стали изобретать велосипед и к чуточку более прорисованной графике и без того прелестному, но обновленному саундтреку прикрутили новую историю и новые локации. Игрушка получилась здоровской, но есть 2 главных недостатка. Нет, это не цена. За такие проекты стоит платить. Расстроила скоротечность игровой кампании и простота задач. Многие из них проходят
делаются без особого напряга для серого вещества. Организм требует больше хардкора, да так, чтобы мозг наизнанку выворачивало. Если все-таки разработчики решат сделать третью часть, то пусть лучше основной упор будет сделан именно на эти, безусловно, важнейшие для головоломки составляющие. Достойный пиксельный квест Thimbleweed Park, надеюсь, я все правильно назвал, может похвастаться интересной механикой взаимодействия с окружающим миром. Принцип действия, предмет, окружение вносит свою долю хардкорности и новизны. В остальном все достойно. Добротный сюжет с запутанными ответвлениями, умные задачки, куча юмора, русская локализация и много-много-много часов игрового времени. Расстраивает только одно. Ценник. $10 за мобильный проект и еще и с олдскульной графикой готов отдать далеко не каждый. Издатели в этом моменте явно перегнули. Ребята из Daedalic Entertainment выпустили шикарнейшую головоломку по мотивам произведений знаменитого писателя Франца Кафки. Разработчики обещают вместе с главным героем окунуться в мир абсурда, сюрреализма и полной неопределенности. Несмотря на столь странные заявления со стороны разработчиков, The Franz Kafka Video Game это очень качественный квест с оригинальными загадками и продвинутой реализацией в плане графики и музыки. Игрушка полностью локализована на русский язык, но встречаются задания, требующие знания английского. Хороший повод залезть в словарик и пополнить свой лексикон. Игрушка достойная, увлекательная и довольно продолжительная. Затруднительные ситуации разрешат воспользоваться трехэтапной подсказкой, которая не даст готового ответа, а направит в сторону решения вопроса. Между подсказками также предоставят время подумать. За игрушку не жалко заплатить запрошенные средства, да и хочется побольше проектов с таким высоким качеством исполнения. Качеством. Блин, надо посмотреть словарь с синонимом, ибо со скудным лексиконом можно бороться только таким способом. Поистине впечатляющий квест The Talos Principle можно называть качественным скачком в мобильной игровой индустрии. Согласитесь, полноформатные сюжетные игры с умными задачками, шикарной графикой, квалитативным саундтреком и даже философским подтекстом не часто попадаются в App Store и Google Play. В этом проекте мы будем играть за робота, странствующего по античным лабиринтам, напичканным огромным количеством интерактивных и даже опасных высокотехнологичных штук. Цель — понять, кто главный герой, как он там оказался и зачем все это нужно. А сделать это можно путем решения довольно неплохих логических задачек. Рассказывать о том, как все шикарно сделано в игре AAA класса, не стоит. Да что тут говорить, тут есть даже русская локализация с дублированной озвучкой. Раздражают две вещи: управление и оптимизация. Свайповый вариант контроля за персонажем просто ужасен. Куда лучше играть классическим стиком. Но все равно вращение вне зависимости от настройки чувствительности реально убогое. Проект не имеет общего количества ярко выраженных динамических сцен. Но даже с учетом этого просадка FPS распространенное явление. Владельцам старых устройств на заметку. Несмотря на эти моменты, The Talos Principle игрушка стоящая, и заплатить за нее не жалко. Добро пожаловать в мрачное антиутопическое будущее. Белорусское, то есть тоталитарное государство контролирует все аспекты жизни каждого гражданина, регулярно ужесточая требования, дабы у серых людей даже не возникло мысли свергнуть текущий режим. Мы будем работать в роли управляющего дома, подслушивая за жильцами, подсматривая, чем они занимаются, строча докладные и описывая каждый неправильный с точки зрения государства шаг. Beholder — квест с большой буквы, затрагивающий моральные ценности. Ведь перед нами постоянно будет стоять выбор: сдать странного жильца или сесть самому, оставив без будущего свою семью. У каждого действия будут последствия. Все как в жизни. Игрушка цепляет потрясающей атмосферой, детальной проработкой сюжета и каждого жильца, начиная от особенных привычек и заканчивая собственной историей жизни. Проект локализован на русский язык, имеет несколько концовок. Реиграбельность на высоте. Простых решений не будет. Beholder — игра AAA класса в жанре квест. К ознакомлению обязательно. Тем более мне не удалось найти ни единого недостатка, а цена копеечная. Побольше бы таких игр. На этом все, но не прощаемся. В течение января мы определим лучшие мобильные игры во всех самых распространенных жанрах. И, конечно же, выберем лучшее приложение 2017 года. Так что не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч.